Всем привет, добро пожаловать в море воров. В последнем обновлении добавили новый рескин на сет корабля Дикая Роза стоимостью 1 миллион 512 тысяч золота, а также сабли и рапиры. Чтобы его купить у корабельщицы, нам нужно выполнить ачивку под названием «От всего сердца». Для этого нужно выполнить сказку «Дикая Роза» на 100%. А чтобы выполнение считалось таковым, потребуется не только собрать все дневники, но и выполнить это 5 раз. У Тейла несколько разновидностей прохождения. Я для этого видео выполнил один из нескольких способов, и вы можете повторить за мной, давайте об этом поподробнее. Когда вы только зашли на сервер, бегите к капитанскому столу и выбираете Telltales, графа «Золотые берега» и саму сказку «Дикая Роза». Вариант погрузиться под воду. Поднимаем якорь, кидаем паруса и погружаемся под воду. Всплываем к форпосту, где начинается история автоматически. Подплываем к форпосту и паркуем корабль. Бежим в палатку, где Орден Душ. Нам нужно поговорить с мадам Оливой. Она-то и даст нам первое направление, куда нужно плыть. Как я уже говорил, у Тейла много разновидностей, и вы можете как сразу начать, так же как на видео, но может дать и другое прохождение. Как только вы поговорили с Оливой, посмотрите в книгу, перелистав на 15-ю страницу. Если у вас будет сундук с сердечком и пронзающая отмель, как первый остров, у вас такое прохождение, как у меня. Если нет, вы можете проголосовать за отмену и поговорить с Оливой вновь, если вдруг у вас пошло что-то не так. И после первого острова будет не так, как в ролике. Прям загуглите прохождение Дикой Розы. Там ребята все четко описывают, какой из вариантов вам подходит. Всех вариантов не будет в ролике, так как ролик был бы минут на 30. Приплыли на пронзающую отмель, западная оконечность острова. Там сундук, который нужно выкопать. Далее не спешим отплывать с острова. На нем находится первый дневник, который нужен для полного прохождения. Он находится у бочек. Его нужно прочитать, и остается найти 4 дневника. Открываем сундук и достаем записки, которые добавляются в книгу. Вот по ним-то вам будет точно понятно, прохождение будет как у меня или придется гуглить дальнейшее прохождение. Перелистываем страницы, и глава называется «Погоня за свиньями». У меня было так. Это означает, что мы плывем на следующий остров, который называется «Морские пески». На морских песках нам нужно найти ящик с пряностями. Он закопан под красным кустом. По моменту, в принципе, понятно местонахождение этого мини-ящика. Далее смотрим в книгу, и если у вас написана глава «Обеты», тогда нам нужно на залив контрабандистов. Этот остров находится прямо возле морских песков. Приплываем на залив и видим мостик. Нужно будет бежать к нему и прямо у основания копать. Там мы находим музыкальную шкатулку. После нахождения ящика и музыкальной шкатулки возвращаемся на заповедный форпост к Оливе. Ей отдаем все находки и взамен получаем компас, который указывает путь. Вот по нему-то мы и продолжим прохождение. Меня компас отправил на первый остров, где забрал первый амулет. Этот амулет отнес на корабль и отправился дальше по компасу. На другом острове сразился за следующий амулет. Сражение проходит всегда на этом месте. Как только мы собираем 2 амулета, не спешим плыть на заповедный форпост. Нам предстоит собрать 4 дневника. Напоминаю, что первый дневник мы забрали на пронзающей отмеле. Сейчас приплыли за вторым дневником. Остров называется Лагуна Шепотков. Дневник находится на бочках, и сложности найти его нету. Забираем этот дневник и плывем дальше. Пушечная бухта и 3-й дневник. Приплываем к причалу острова и бежим в лагерь у берега. Находим артефакт около костра под разломанной бочкой. Этот дневник тоже очень легкий, и отправляемся дальше. Следующий остров — Одинокая бухта. Если у вас возникнут трудности, как у меня, когда спавнится мировой ивент на острове, можете бахнуться на него с пушки с безопасного расстояния. Итак, сам дневник. Нам нужно бежать в центр острова, и там увидим пик скалы. От этой скалы смотрим немного правее, и в траве увидим забор. За забором дневник. Читаем его. Я вот прочитал и даже поумнел немного. Отправляемся дальше. Следующий остров и последний дневник находится на острове Награда морехода. Выстреливаемся с пушки на правую часть острова, там где разломанный корабль, и нам нужны части от него. В этих частях таится дневник. Когда его прочитали, это прям гора с плеч. Остается доплыть до форпоста и все отдать Оливе. Возвращаемся на заповедный форпост. Отдаем Оливе 2 медальона и сказка пройдена. Когда завершите на 100%, вам откроются скины на корабль и новые сабли. Спасибо за просмотр, с тобой был Мурма, пока-пока.